Здравствуйте, уважаемые! Продолжим тему легендарных машин в GTA 5 Online. Наш сегодняшний гость не отличается ни астрономическим ценником, ни возможностью разрывать всех и все в гонках. Однако, если вы любите дрифт и тюнинг, он вам просто необходим. Да и найти эту машину в трафике проблем не составит. А называется эта машина Карин Фута. Наш испытуемый, попавший под стекло микроскопа, относится к классу спорткаров. Размеры небольшие, дизайн простоватый, напоминает машины 80-х годов прошлого века. 2 посадочных места. Искать машину легко. Удобнее всего делать это в районе ранчо, в Рокфорд-Хиллз, в порту Лос-Сантоса рядом со складом Симона. Тайминг отсутствует. При желании можно купить на сайте дешевых машин всего за $9000 GTA. Раз уж это спорткар, посмотрим, что он покажет на новой трассе. Несмотря на скромные размеры и внешний вид, Фута – настоящий боец. Вслушайтесь в звук его мотора. Этот малыш даст жару более солидным соперникам. Или не даст? Вот сейчас и посмотрим. Неплохо, и это без тюнинга. Тюнингованный Фута разгоняется почти до 187 км в час, на секундочку, это скорость тюнингованного Зентерна. Как тебе такое, Илон Маск? Да, с пари и не потолкаешься боками, но для тачки из трафика результат фантастический. Что касается управления, оно у Фута своеобразное. Машина без проблем поворачивает, если вы не жмете на газ и полностью не выворачиваете руль. Но стоит ускориться и вывернуть руль чуть сильнее, как начинается тот самый фирменный дрифт от Фута. Ради этого машину и задумывали. Но если отвлечься на секунду и забыть, на какой машине едешь, Фута накажет тебя без промедлений. При форсировании машины срыв в дрифт случается практически постоянно. Будем условно считать, что управляемость отсутствует. Тормоза не очень хорошие, сказывается быстрота машины. Их сложно назвать плохими, но на быструю остановку не надейтесь. Если не дергать рулем, даже грунтовая дорога проблем Фута не доставит. А вы помните, что не надо дергать рулем, если вам не нужен дрифт именно сейчас. Привод у Фута на задние колеса. Это тот случай, когда полный привод только мешал бы дрифту. Вот мы и добрались до второй особенности Фута. Это большой объем внешнего тюнинга. С помощью разнообразных опций Фута разительно преображается. Только что был невзрачный автомобильчик, а через мгновение – прокачанная тачка для уличных гонок. Экспериментируйте, благо выбрать есть из чего. Неоновая подсветка настоятельно рекомендуется. Есть большой набор раскрасок, в том числе в аниме-стиле. И не забываем ставить модные диски. Полностью упакованный Фута смотрится дерзко и приятно. И гонять на такой машине по ночному Лос-Сантосу одно удовольствие. А в качестве приятного бонуса выступают цены на внутренний тюнинг. Они значительно ниже, чем у дорогих спорткаров. Полностью прокачать Фута по карману даже новичку.
Да, Фута не может похвастаться ни хорошей управляемостью, ни мгновенными тормозами. Но он был таким задуман. Это дрифт-корч, и со своей задачей машина прекрасно справляется. Я использую Фута не только для покатушек по ночному Лос-Сантосу. На Фута очень удобно выполнять каскадерские прыжки для разблокирования некоторых цветов в автомастерской. Достоин ли Фута места в гараже? Достоин, даже не сомневайтесь. Есть ли у Фута альтернативы? В принципе и не нужны, Фута со своей задачей справляется. Но если разобраться подробнее, пара вариантов есть. Это Карина Интрудер. Обзорщики уверяют, что она хорошо дрифтит. Не могу подписаться под этим, поскольку сам дрифта от этой машины не добился. Интрудер большой, тяжелый. Набор внешнего тюнинга скудный, на уровне Зиона. Про раскраски можете забыть. Дрифт-корч без внешнего тюнинга. Даже звучит странно. При желании можете потестить его. Машину можно найти в районе ранчо, в Ламесе и Cypress Flats. Тайминга нет. Напишите в комментариях, смогли ли вы добиться на Интрудере такого же дрифта, как на Фута. Если вам нравится внешний вид Фута, но не его управляемость, вот вам альтернатива. Ubermacht Sentinel Classic. Если не приглядываться, то они как близнецы с Фута. Тут придется раскошелиться, так как Sentinel Classic не попадается в сессии. Имеет массу тюнинга, много раскрасок, в стиле аниме тоже. Но управление у него очень хорошее. Это Фута здорового человека без функции дрифта, которую невозможно отключить. Тюнингуете как Фута и катаетесь без боязни размазаться в кашу об стену. Приятная машина. Быстрый, компактный, мощный, богатый на кастомизации и бесплатный. Да еще в дрифт может. Так что же вам еще нужно, чтобы признать эту машину легендой? Это Карин Фута и он прекрасен. Ставьте в гараж и наслаждайтесь. Вы еще здесь? Ну-ка бегаем искать Фута. Удачного фарма. Увидимся.